Здесь точки роста у меня нет. Беспредельщик Алешенькин, по-моему. У него нет точки роста. Просто вместо точки роста соцветия. Всем привет! 12 марта. Буквально вчера поставил черенки на укоренение. Черенки винограда. Ну, в общем, у меня процесс пошел. Как и, в принципе, меня спрашивали, я говорил, что после 8 марта я ставлю на укоренение черенки свои. Вот так в растворе корневина, 1 грамм на литр. Вот так у меня постояли 6 часов мои черенки. Ну вот, смотрите, сделал такой плавучий кельчеватель. В общем, подсмотрел у Юрия Егорутина, мне очень понравилась вот эта идея. Ну, смотрите, тоже плавающая такая фигня. Это пеноплекс. Я сделал там 2 отверстия. В общем, я не делал, как там в банках. Мне показалось, банки все-таки емкости маловатые. Взял, купил вот такие пластиковые. Чем хороши пластиковые, смотрите, они прозрачные. Будет видно, как там развиваются корни. Довольно плотно все сделал. Потом немножко я это переделаю. Но это так вот сходу. Вот так оно у меня выглядит. В общем, идея мне понравилась. Оно постоянно на одном уровне. Воды я здесь сделал с запасом. Чуть что буду подливать. Кинул туда активированного угля на всякий случай, потому что вода может свести, но не знаю, насколько поможет. Значит, вот у меня здесь термометр кулинарный. В общем, периодически проверяю температуру воды. Сейчас там около 23 градусов. Вот здесь. Здесь батарея у меня. Ну, в общем, температура 23 градуса примерно держится. Этого вполне будет достаточно. Как будет развиваться событие, конечно, покажу. Это мой первый опыт в таком вот виде. Ну, будем посмотреть, как говорится. Единственное, что мне не очень понравилось, все-таки надо делать, ну, чтобы было 4 опоры, чтобы более ровно стояло. Потому что посередине оно все-таки немножко покачивается. Тут надо было вот сохранить такой вот баланс. Оно как кораблик. Короче, надо было распределить черенки более-менее, чтобы оно ровненько стояло. Немножко перекос есть, но не критично. Так что я раньше всегда делал, кто видел мои видео, в кокосовом субстрате. В общем, там есть определенные минусы. Ну, скажу так сходу. Во-первых, не очень видно. Ну, в такой емкости, в принципе, видно, что снизу вот творится. Но все-таки в прозрачной емкости, вот полностью прозрачном, в воде, мне кажется, будет удобнее все это посматривать за этим, следить. В общем, будем наблюдать и смотреть. Пока ничего не могу сказать, плохого или хорошего. Посмотрим. В любом случае, уровень постоянно будет один. Не надо за ним следить, контролировать. Я думаю, что-нибудь да получится хорошее. Так что это вот буквально я поставил вчера. Перед этим была вымочка. Все полностью потом стояло в корневине у меня. 6 часов, 1 грамм на литр воды. В общем, я взял емкость. У меня там было около 5 литров. В общем, все это дело постоянно. Ну, естественно, все я продрал полностью пятки черенков, чтобы сделать раны, чтобы лучше корни шли. Ну вот, я думаю, будет что-нибудь, да будет, в общем. Будем смотреть. Так, друзья, после начала укоренения у нас прошло 3 недели, 1 апреля. У вас у всех спины белые шнурки развязались. Всех с праздником, короче. Смотрите, что сейчас происходит. Значит, здесь точки роста у меня нет. Здесь было соцветие. И усохло. Значит, смотрите, вот беспредельщик Алешенькин, по-моему. Нет, сейчас покажу Алешенькина. Вот, Алешенькин, смотрите. Не очень удобно. У него нет точки роста. У него пошел побег, и с него пошло соцветие. А нет, вру. Наверное, что-то наклевывается. Короче, я его пока не трогал, потому что непонятно вообще, где чего будет произрастать. Но здесь вроде бы точка роста вроде бы начинает появляться. А так вот просто вместо точки роста соцветие. Ну, он вообще в этом плане беспредельщик. Вот еще, по-моему, тоже он. Сейчас посмотрю. Секунда. Да, это он же, смотрите. Вместо точки роста у него тупо соцветие. И вот здесь я не могу понять, это точка роста начинается или это еще одно соцветие. Короче, буду пока смотреть. Не знаю, наверное, все-таки удалю вот этот обрубок. Посмотрю, восстановится он или нет. Если нет, ну, как бы флаг ему в руки. Не очень-то и ценно
не очень ценный сорт, так сказать. Но у меня просто просили, у меня их несколько есть на высадку. Вон, смотрите, сколько соцветий, их надо все поудалять. Ладно, это я без вас сделаю, потому что, ну, не очень удобно. Короче, вот эти у меня стоят в банках. Те сорта, которые я заказал, что-то они совсем признаков. Через 3 недели они не показывают особо таких признаков, что вот готовы стартануть. Здесь немножко калус появился, но, блин, это не то. Вот мои сорта, вот дубовский, например, здесь. Сейчас, пускай сфокусируется. Ну, здесь калус появился, здесь вон корешочек появился. А вот здесь нормальные корни уже появились. Уже можно выборочно брать и высаживать. Короче, вот, буквально вчера-позавчера еще здесь корней не было. Сегодня уже вон, я смотрю, что-то есть. Значит, в другой комнате. Вот, смотрите, это все мои черенки. Они, блин, они стартуют капец. Все заказные у меня почему-то так не стартуют. Ну, вот здесь уже как бы 3 недели ровно получается, и вот уже можно высаживать, но не все. Значит, по поводу вот этого кельчевателя, который плавающий, в общем, так сказать. Ну, не скажу, что я в восторге от него. Здесь как бы никакого вау я не увидел. Вот, кстати, выше воды здесь корешочек появился. В общем, он ничуть не лучше, не хуже. Да, как бы не надо контролировать уровень воды, я немножко только подливал. Но здесь вода закисает, ее надо, наверное, раз в неделю брать, полностью сливать, обрабатывать, ополаскивать, потому что очень все слизкое. Вот этот способ, например, здесь получается вода, ну, через день я добавляю, она быстро испаряется, она быстрее обновляется, поэтому здесь такого закисания не происходит. Вот смотрите, какие красавцы. В общем, если честно, лично мое мнение, в кокосовом субстрате мне больше нравится. Это мое мнение, я ни к чему как бы не призываю. Это лично мой опыт, лично как бы мои тараканы. Ну, мне так больше нравится. Условия у них одинаковые, обрабатывались одинаково, вымачивались все одинаково. Ну, что-то в этом плавучий этот чемодан, что-то, ну, не знаю. В общем, вот такие вот корыца, и они плавают. Да, оно на одном уровне, прикольно, не надо контролировать, но результат не тот. Не знаю почему. Пишите в комментариях, может быть, я что-то где-то сделал не так. Возможно, допускаю такое. Температуру измеряю. Вот у меня такой кулинарный термометр. Вот, короче, у всех температура в пределах, именно в воде, температура в пределах 22, колеблется от 22 до 24, вот от батареи идет. Я никогда не заморачивался с кельчевателями никакими, подогревами и так далее. 22-24 держит, это норма. Ниже 22 уже как бы не очень хорошо, выше 26 тоже уже не очень хорошо. Поэтому я считаю, золотая середина, в принципе, более-менее. Но здесь надо контролировать уровень воды, поэтому мне в кокосе больше нравится. Единственное, потом его доставать немножко неудобно и не совсем видно, где что пошло. Здесь как бы наглядно видно. Поэтому, ну, в каждом способе есть свои плюсы и минусы. Поэтому тут по-любому каждый решает сам. Можно как бы и так, и этак. Ну, когда мало черенков, в принципе, вот так на воде более чем достаточно, я считаю. Ну вот, смотрите, в общем, такой результат. 3 недели прошло. Естественно, кишмиш 342. Кто еще так хорошо может укореняться. Остальные все, ну, как-то печально. Если честно, вот в этом корыце, ну, вообще пока я результата вообще не вижу. А вот в этих банках, в принципе результат как бы есть. Поэтому решайте сами, как вам лучше укоренять. Но в любом случае, любой способ это рабочий, конечно. Но у меня, например, мне этот не зашел. Вот этот вот плавающий, эта хрень, ну, не знаю. Мне оно не очень понравилось. Как бы вроде теоретически должно было быть все шикарно, но на практике мне не очень понравилось. Потому что, ну, я думаю, может просто чаще воду менять, не знаю. В общем, когда на кокосовом субстрате, там, в принципе, там все шикарно, результат есть, но единственное, что не очень видно, какие именно пустили корни. Вот этот способ, я считаю, даже я как-то его раньше недолюбливал в банке. Но я считаю, на сегодняшний момент он более рабочий. И если небольшие объемы. Ну, даже, в принципе, если большие объемы, кучу банок поставить, ну, надо контролировать обязательно уровень. Ну, вот у меня вот столько примерно вот было воды. И я старался плюс-минус удерживать. И если проморгаете, конечно, они усохнут. Поэтому тоже есть риск. Ну, в общем, в каждом способе есть минусы.
Ну, в общем, для тех, кто не видел, как я сажу, вот берем, условно говоря, любую емкость, заполняем ее примерно на 1/3, примерно. Для уплотнения можно немножечко ее вот так стукнуть. И ставим аккуратно. Если что, можно, если очень длинное, можно чуть-чуть подрезать. Смертельно от этого ничего не будет. Я обычно, если не очень длинное, немножко так вот крутанул. Оно вкрутилось. И засыпаем. Значит, первый полив у меня будет сверху. Остальные поливы у меня будут все, вот видите, отверстия. Все будут снизу. В общем, буду воду заливать. Сколько всосет себя, столько и будет. Первый полив, по-любому, земля должна уплотниться. Первый полив, по-любому, у меня будет сверху. Воды до такой степени, что просто через эти дренажные отверстия вышла вода. И все. В принципе, готово. И единственное, вот эти вот соцветия, аккуратненько их надо удалить, потому что они берут на себя все питание. В общем, только малая часть у меня высажена, где более-менее корни нормальные. Остальные еще пока догоняются. В общем, ждем корней. Честно говоря, самые дефицитные, конечно, более капризные. А самые такие попроще, они менее прихотливые. Поэтому, ну, в общем, ждем, что поделаешь, ждем. Они бывают и месяц, и 1,5 бывают некоторые сорта. Корни выдавливают, поэтому, ну, что сделаем? Ждем. Все, народ. Я надеюсь, видео было полезно. Ставим лайк, подписываемся на канал. Обязательно пишем комментарии. YouTube очень любит комментарии. Тогда он начинает рекомендовать видео как бы большей аудитории. Все, всем пока.